Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, разумеется, вход, как всегда, пишется на телефон, который мы обозреваем, и о нем можно сказать сразу несколько хороших вещей. Допустим, у основной камеры 4К с очень неплохой стабилизацией, неплохой автофокус, неплохие фотовозможности, довольно стабильная работа и хороший экран. По поводу оптимизации ПО, по поводу всех остальных недостатков, которых здесь просто море, я расскажу вам в течение обзора. Я был уверен, что я его купил, и обозревать я его не буду. Но в свете последних драматичных событий, к сожалению, выбор, учитывая рублевый эквивалент стоимости девайсов, у нас остается не особо большой. Это уже средний ценовой сегмент. Да, с лоукоста и третьего эшелона этот аппарат перешел в что-то, что уже можно гипотетически покупать. И это печально, но это факт. Факт также в том, что у него есть свои плюсы, минусов, конечно, море, но какие-нибудь плюшки из разряда мини-джека, нестандартного девайса, и то, что его в ноябре пиарили все, кому не лень, мне его, к слову, тоже предлагали, я раз 10 это за ролик вспомню, и раз 10 вспоминал на стримах, что я от него отказался, в итоге его купил сам в январе, потому что его скидывали вообще практически бесплатно, так как все равно никто это дело не покупал. А вот теперь остатки сладкие, он еще существует. Новинка у TCL у меня будет на канале, она значительно лучше, но она в разы дороже. Смотрим. И сегодня с вами мы сможем благополучным образом протестировать еще один великолепный в громадных скобках смартфон. Это TCL-очка 10+. Я его покупал за свои кровные, долго плевался, когда его рекламировали перед 11.11. Я считаю, что бренд этот третьего эшелона, что внешка у них ужасна, но... Опять же, вы можете мне написать, что Саня, сразу с первых минут у тебя какой-то негатив к девайсу, но неважно, какой у меня негатив или позитив, я его погоняю, расскажу вам свое мнение. Я умудрился его приобрести, по-моему, за 13 тысяч. К слову, за 11 тысяч я сегодня купил Realme 9i. И, вопрос, что лучше, однозначно Realme 9i, даже не доставая из коробки, потому что там операционка лучше. Но возможно, TCL чем-то, кроме телевизоров, меня сможет удивить. Коробка убогая, более убогая, чем у остальных. Чехол топорный, но не самый ужасный, который я видел. У третьего эшелона я видел чехлы еще хуже. Много документации и, собственно, сам смарт. Печальненький блок зарядки. Для таких спеков я сейчас вам сообщу, сколько здесь максимум: 18 ватт. Без слез не взглянешь. Вскрытие приятное. То есть я люблю, когда всякие бумажки. И экран. Водопад. Они не сделали ничего такого супер плохого, чтобы мне не нравилось, потому что я здесь вижу мини-джек, я не вижу здесь, правда, инфракрасного порта пока. Это покрытие, металл, а сама рамка, видите, из пластика. Имеем 4 блока камер, ни одной заглушки, 2 флеша, надеюсь, что это не заглушки. Довольно маленькую фронталку внешне, легкий. Видите, я стараюсь не делать оценочных суждений, а пока только констатирую факты. 172 грамма вес, более чем адекватно. Толщина 8,8, с блоком камер очень тонкий, 9,1. Высота 159 миллиметров и ширина 73 миллиметра. Внешне дешман. По водопаду напоминает старые Samsung. В чехол все помещается без проблем, и здесь слишком без проблем, если честно, чуть-чуть гуляет. По поводу кнопок и всего остального расскажу вам в процессе. Я не жалею, что потратил 13 тысяч, посмотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно, это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии, разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону TCL 10+. Полетели. Поставляется данный девайс в синей и фиолетовой расцветке. Дизайн в первую очередь непривычный, мне лично он особо не нравится, но не скажу, что прям плохо. Но я думаю, по начальным эмоциям вы и так поняли. Тыльная часть выполнена из матового пластика, в руке без чехла держать удобно, материалы марки из руки выскальзывает лично у меня. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, кнопка вызова Google Ассистента, разъем USB Type-C версии 2.0. Это не хорошо, но не удивительно, и у флагманов такие стоят. 2 микрофона, динамики основной и разговорный. Звучание здесь моно, это первый фейл, это нехорошо, но динамик не хрипит и звук четкий даже на максималках. К слову, на борту также установлен ЦАП, Qualcomm-овский WC-D9370 и усилитель
Усилитель мощности AW88194. И вот это уже прям круто, учитывая стоимость аппарата. Далее слот гибридный на одну сим-карту и карту памяти до 256 гигабайт формата FAT32 или 2 сим-карты, за что, конечно, спасибо. ИК-порта не завезли, но есть мини-джек. Также смартфон имеет степень защиты от влаги и пыли IP52. И это очень круто, хоть и не IP68, скажем так, это уже что-то. Кнопки особо не люфтят, но качелька регулировки громкости иногда хрустит при нажатии. Сборка, как по мне, хорошая, как и качество материалов. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,47 дюйма с разрешением 1080 на 2340 точек Full HD+. Покрыто все это дело Corning Gorilla Glass 5 версии. Экран изогнутый с двух сторон, 100% цветовое пространство DCI-P3, которым тоже никого не удивишь, HDR10 на борту и технология NXT Vision также присутствует. Плотность пикселей 386 ppi, что близко к моему идеалу в 400 ppi. Напоминаю, что TCL это все-таки про экраны. Их телевизоры за более чем адекватные деньги, их матрицы мы знаем и видим практически везде. Качество экрана действительно очень хорошее. Стандартная яркость 430 нит и пиковая яркость 600 нит, что тоже неплохо для данного ценового сегмента. На солнце яркости слегка не хватает. Опять же, лично мне, ну и в принципе 600 нит вряд ли вам хватит летом. Но вот бликов достаточно, что, конечно, мешает. Частота обновления экрана только 60 Гц, DC-диминга в наличии нет, шим на 100% яркости 6%, на 50 128, на минимальной 69, на нуле 18. Показатели не лучшие, глаза от экрана не устают лично у меня, но только если использовать на максимальной яркости. Я в автояркости редко юзаю аппараты. Автояркость работает хорошо, плавно подстраивается под разное освещение. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок. Always on дисплей в наличии, вдобавок еще и полноценный. Далее, мультитач на 10 пальцев есть. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальцев, внедренного в экран, но поместили его слишком низко и распознавание лица. Сканер отпечатков пальцев работает нестабильно, так как часто промахивается. Распознавание лица срабатывает лучше, но смартфон нужно держать прямо перед лицом. Внести несколько раз отпечаток одного и того же пальца нельзя, а биометрические данные могут нестись только одного лица. Подбородок внизу экрана есть, но не сказал бы, что громадный. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 665 с техпроцессом в 11 нанометров и с 8 ядрами. Старенький такой. Максимальная тактовая частота его 2 ГГц. Графический процессор Adreno 610, слабенький интерфейс TCL UI 3.0 и Android 11 версии. Оперативная память LPDDR4X на 6 ГБ. Внутренняя память UFS 2.1 на 256 ГБ. Это плохо, хотя бы было бы UFS 2.2, уже бы было как-то легче. Смартфон за время использования не тормозил, и проблем я с его использованием не наблюдал. Хотя, опять же, в подобных аппаратах проблемы начинаются где-то на 3-й месяц использования. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, 5G сети не поддерживает, а для 4G 7 и 20 бенды на борту. 5G, в принципе, нам и не нужно. Звучание при звонках неплохое, микрофоны отрабатывают хорошо, датчик приближения работает исправно. Запись разговора в стоке отсутствует. Вибромоторчик не настраиваемый и слабенький, но не топорный. Bluetooth версии 5.0 NFC поддерживается, что очень хорошо. MirPay вам в помощь. Из навигации на борту от GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, что стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 4500 мАч. В PC-марке выдал неплохие 7 часов 54 минуты и осталось еще 20%. Тест я проводил при 60 Гц на максимальной яркости. Заряжается он с нуля до сотки от родного адаптера питания за 2 часа 10 минут. Смартфон поддерживает Quick Charge версии 3.0 на 18 Вт. За час игры в Genshin Impact улетает 26%. Играть комфортно можно только на низкой графике, но даже при этом иногда проскакивают лаги и проседание FPS. World of Tanks играть на максимальных настройках графики возможно без проблем. Смартфон особо не нагревался, что хорошо, но яркость понизил после 20 минут в Genshin Impact. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит стабильно. 128 гипсов минимально, максимально 170 и в среднем 165 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 309, в мультикоре 1360. 3D Mark показал Wildlife 385, Wildlife Extreme 107, Wildlife Stress Test 385, Wildlife Extreme Stress Test 109, Slingshot Extreme 1187, Slingshot 1840. Вантуту выдал результат в 224 тысячи попугаев. Storage тест показал 19 тысяч, и это не очень плохо, что удивительно. На холодную 45-минутный стресс-тест прошел не идеально, результаты вы видите на экране. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 модулей и 2 LED-вспышек. Основная на 48 мегапикселей, оснащена она сенсором S5KG M1. Сверхширик на 8 мегапикселей с сенсором GS8034. GS02 M1
макрообъектив на 2 мегапикселя и боке с сенсором GS02M1V на 2 мегапикселя. Да, это какие-то а-ля полу-ноунеймы, но что есть, то есть. Запись видео доступна в максимальном разрешении основного модуля 4К 30 FPS. Нет оптической стабилизации, но цифровая стабилизация на борту, которая показала себя неплохо. Зум только цифровой X10, фронтальная камера на 16 мегапикселей с сенсором S5K3 P9 SP04 находится по центру в верхней части экрана в каплевидном вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. На борту много полезных режимов фото и видеосъемки. Также профессиональный режим. Конечно, видеосъемка не самая лучшая, так как в некоторых местах она не справляется со светом, да и детализация тоже не лучшая. А фото более чем потребные по мне получаются, так что дерзайте, короткие примеры вы увидите. TCL ночь 1080p 30 FPS это максимум, что она может. И на данном этапе жизненного развития я вижу, как она люто тормозит, хотя те кадры, которые она снимает, они довольно хороши. Вы сейчас видите и слышите примерно как и что она может. Rolling Shutter, разумеется, присутствует, это же TCL. Ну, да, я обозреваю аппарат третьего эшелона, потому что меня достали вопросами по поводу того, почему ты не обозреваешь. Потому что мне жалко денег на это дно. Но сразу, сходу, скорее всего, миллион человек напишет, что я предвзят. Но, друзья, за эти деньги можно было купить Realme 9i. За эти деньги, притом это было бы дешевле, можно было бы купить Redmi 11, Redmi 11S. Но это лирика. Вы сейчас смотрите, насколько я плыву в ночи. И все тот же TCL, ограничение 5 минут, основная камера 4К 30 FPS, особо претензий по поводу ограничений у меня нет. По какой причине? По той причине, что в принципе даже OnePlus 9 Pro это есть ограничение, правда, на 4К 60 FPS. И в Xiaomi 12X есть на 8 минут ограничение в 4К 60 FPS, то есть даже у топов. Но вы видите, да, мерцание. Здесь устранение мерцания, значит, отсутствует, потому что, в принципе, в смартах уже давным-давно вот этой вот штуки не наблюдается в ночи. Неважно, в 3 часа ночи, как я хожу в Мурино, или в час ночи, вот это вот дело не должно быть таким. Плюс я вижу, что съемка отрывистая, вообще мрачно. Но все познается, как говорится, в сравнении. Это максимум X10. Вот если на обычном. Можно делать снимки. Можно ставить на паузу. Снимки делать не советую, конечно же. На паузу тоже ставить. Не знаю, ну сейчас мы проверим еще автофокус у этой прелести. На нашем любимом мосту с нашей любимой гайкой. И что? И я никаких выводов делать не буду. Я просто вижу, что это существо у меня в руках люто лагает. И раз. А вот автофокус более-менее. 2. Даже он неплохо отрабатывает. 3. Я даже бы сказал хорошо, но учитывая качество картинки, ну, я мало радуюсь от автофокуса. Очень надеюсь, что все это дело в компьютере при просмотре будет лучше выглядеть, чем на телефоне. Сейчас пробегаюсь, в 2 руках у меня смартфон. Ну, с неонными вывесками, кстати, более-менее справляется. Не знаю, у меня такая рваная картинка на смарте, что у меня есть ощущение, что примерно такая же будет картинка на компьютере. И это будет огромная такая печаль. Много фронталки днем не лучше, не намного лучше, чем ночью, но вот так примерно она вас будет снимать. Я не знаю, я вижу, во-первых, помимо Rolling Shutter, просто лютое количество потерь FPS и кадры реально не хватает кадров, поэтому особо считаю, нет смысла запихивать сюда примеры видео. Этот телефон однозначно не про съемку, это даже не уровень Realme за 8000 рублей. Опять же, это мое субъективное мнение, можете с ним не согласиться. Если вы можете как-то эти кадры суммировать и добавить недостающие, круто. Либо это опять же мой аппарат. День фронтальная камера, и да, этот день пришел, когда мне, к сожалению, стоит, наверное, рассказывать о таких девайсах, потому что, учитывая курс, даже это является более чем потребным, во всяком случае внешне. Вы видите, какой здесь лютый Rolling Shutter. Тем, кто
советуют мне сказать, что это просто искажение. Нет, у каждого искажения есть свое название, и название именно вот у такого искажения это Rolling Shutter. Съемка максимум в 1080p 30 fps, она ужасна. Но с одной стороны, с другой стороны, если вы остановитесь и будете просто разговаривать, допустим, стабилизатор здесь не худший. То есть вот я сейчас держу одной рукой, разговариваю, и я не вижу никакого тремора, хотя рука чуть-чуть потряхивает смартфон. В целом неплохо, но во всяком случае то, что позади меня, это, конечно, ужас. То, что Rolling Shutter тоже нехорошо, с одной стороны. С другой стороны, здесь есть функция паузы, здесь есть кнопка стоп. И чего мы хотели? Я повторяюсь, что в ноябре мне предлагали этот смартфон с преференциями. Я это делать не стал, я его просто купил, и вот пролежал он у меня, получается, месяц-полтора где-то. Покупал я его в рублевом эквиваленте за копейки на данный момент, то есть я его, скорее всего, также и продам. А советовать покупать или нет, я не знаю. Я пока еще делаю ролик, я сообщу вам свое решение, но по мне покупать подобные девайсы третьего эшелона, неважно на распродажах или нет, не знаю, это такое себе решение. Может быть, ниже по спекам взять, даже в наше время можно купить тот же Huawei или Honor. Никогда бы их не стал рекомендовать, если бы не последние события, но у них по старым ценникам еще есть девайсы в продаже. Эта штука своеобразна. Ну, наблюдайте, решайте сами. Это уже основная камера 4К 30 FPS с включенной стабилизацией. И автофокус здесь работает не худшим образом, я скажу. Да, картинка меня не особо дико радует. Я думаю, вряд ли кого-то она может дико порадовать. Но стаб здесь неплох. И вы видите, как автофокус отрабатывает. Давайте добьем эту утку. Нет, не добьем. Не догоним мы ее. X10 максимум, абсолютно бесполезный X10. Не плавный фокус. Разумеется, никаких вам супер приколюх нет. Плюс еще ограничение по времени в 5 минут и возможность фотографий, возможность паузы в стоковой камере. В целом, единственное, что в процессе использования аппарата я заметил, что он довольно легкий и его удобно держать в руке. Многие могут сказать, что это такое себе наблюдение и такое себе в плане плюсов, но нет, это плюс. При том, что вот стаб прям совсем приличный. Я ожидал худшего, намного худшего, учитывая стоимость смартфона. Но вот эта прерывистость, если она останется в записи, то, что я вижу на экране, ну, нехорошо снимает тогда. При том, что напоминаю, что обновление, разумеется, последнее. Это вот то, как они его допилили за 3 месяца, что он продается. Минусы: нет ИК-порта, показатели шима не лучшие, автономность оставляет также желать лучшего. Для себя отнесу к минусам еще изогнутый экран. Цена по ссылке в описании к видео. По большому счету TCL очень часто скидывают ценники, и поэтому вполне возможно у вас все будет хорошо в плане прайса при покупке. Смотрим телеграм-канал со скидками, туда я скидываю промики. Скоро на Али распродажи, и вопреки всему и несмотря ни на что, они обещают промокоды. Будут промики, опять же скину туда, возможно на Тмоле что-то из последнего вы себе и приобретете, что нужно, во-первых, а во-вторых, вроде бы курс как-то стабилизировался. Напоминаю, что через Киви покупать пока дешевле, то есть берете Киви, закидываете туда рубли, меняете на доллары, и после этого покупаете в долларовом эквиваленте на Алиэкспрессе. Не касается Тмола. Если как-то что-то изменится, обязательно скину в телеграм-канал скидок. Не забываем еще подписаться на телеграм-канал взаимопомощи. Политики на канале нет вообще никакой. У меня есть только мнение о железе. Надеюсь, что вы его в каких-то моментах разделяете. Стараюсь искать недостатки для вас. Ну и для себя. Недостатки же интереснее, правда, чем реклама. Резюмирую я опять же на этот смартфон, и у всех дно понимается по-разному. Для кого-то это отключение монетизации, либо потеря рекламы. У меня не было ни того, ни другого. Для меня дно — это то, что я рассказываю вам о подобных смартфонах. Но никуда не денешься. Почему? Потому что ценник определяет. Сейчас это адекватный ценник, к сожалению. Сейчас это адекватный девайс, учитывая спеки, возможности и конкуренцию. Почему? Потому что вы сами можете на Али посмотреть, сколько стоит начали те же Xiaomi, Realme, если нет Tmall, если еще не осталось каких-то стоков. Это просто космос. К сожалению, нам приходится поворачивать лицо на третий эшелон, нам приходится из этого третьего эшелона выискивать что-то. Печально, факт, но это новая реальность. Не забывайте подписываться на телеграм-канал скидок, там может быть что-то альтернативнее, дешевле
ссылки. И, разумеется, лучше из первого эшелона. Если я что-то нахожу, я туда обязательно скидываю. И, как говорится, остатки сладкие. Плюс кто-то кого-то пиарит на нашей площадке на Тмоле. Это та же Алишка. И очень часто есть что-то хорошее за ценник примерно такой же, как у этого смарта. Помимо этого всего есть болталка в телеге, группа в ВК, на которую тоже стоит подписаться. Если вы все это смотрите через VPN, если вы вообще это видите, даже смотря не на YouTube, а где-то, и у нас пока еще нет суверенного интернета с 3-4 сайтами, то пока еще живем. Подписывайтесь на канал с колоколом, девайсы скромные, вот в наших новых реалиях, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.